Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал «Субъективно об Америке». Как и обещала, возобновляем рубрику «На свидание с американцем». И давайте сегодня поговорим о самой распространенной жалобе, о самом распространенном возражении, о том, что в интернете одни придурки, что через интернет знакомиться нельзя, на сайте знакомств помойка, и шариться там это все равно, что шариться в куче навоза. Давайте сегодня об этом поговорим. Проходите, располагайтесь. Все возражения, сомнения, комментарии, лайки только приветствуются. Я долго думала, где мне начать снимать это видео, подбирала красивые места, думала, поеду туда или вот сюда, или еще, может быть, вот туда. И потом подумала: Татьяна, что ты притворяешься? Все твои свидания в последнее время или на диване с книжкой и чашкой чая, или на кухне с каким-нибудь очередным новым рецептом, с какими-нибудь очередными гостями на пороге. Поэтому я решила, пока у меня готовится для очередных гостей, которые ко мне уже едут, тут очередная моя замутка, я вам быстренько все расскажу, а параллельно покажу вам, как я готовлю свои быстрые блюда, такие вкусные, что мозг отъешь, и все мои гости потом говорят: блин, Татьяна, ты супер хост. Я говорю: да. На меня вот нашло такое, свалилось на меня это счастье, я залюбила готовить, залюбила принимать гостей, всякую посудочку и все такое. А что мы там сегодня готовим? А сейчас мы увидим. Поверьте мне, это невероятно вкусно. Если гости мои не придут прямо сейчас, я начну это есть уже сама. О, а кстати, говоря про вкусненькое, про новенькое, про свеженькое. Смотрите, что у нас нового на YouTube есть на тему свежеиспеченных айтишников. Вы часто спрашиваете, как могут люди творческих профессий с таким и таким бэкграундом переквалифицироваться, получится ли у них. Так вот, у меня для вас новый блог, который я нашла совсем недавно. Называется он «Мама, я в IT». Черт, мне так и хочется поставить запятую после слова «мама». Этот блог совсем новый, у них совсем еще немножко подписчиков, и они очень-очень-очень творчески относятся к своему контенту. Женя и Эмма совсем молодые, они переехали в США несколько лет назад. Их рабочая карьера в США строилась, как у большинства иммигрантов. Мойка посуды, рыбаки, лодки и вот это вот все. Потом они, как это часто бывает, нашли школу Михаила Портнова, получили новую специальность и вышли на работу в Силиконовой долине. Их блог – это просто собрание о жизни в Калифорнии. А вы знаете, там никогда не скучно. Очень много фактов о профессии тестировщика, о перипетиях в получении этой профессии, остроумные шутки, авторский взгляд на Америку. И не забудем, Женя, между прочим, в прошлом классический музыкант. Хотите узнать, как живется классическому музыканту, переквалифицировавшемуся в совершенно техническую профессию? Заходите в блог «Мама, я в IT», подписывайтесь, будем дружить. Ссылка, как обычно, в описании. Ну что я вам могу сказать? За время моего дейтинга, все 4 года, у меня было где-то около 73 первых свиданий. Со счету я сбилась, только благодаря плейлисту «На свидание с американцем» я могу примерно представлять. И на основе этого я могу сделать определенные выводы. Я не претендую ни на какую объективность. Это не научные выкладки. Естественно, 4 года и 1 человек, и 73 человека – это недостаточно для того, чтобы что-то обобщать. Поэтому я рассказываю вам мою личную версию, мое личное мнение. Начнем с того, что сама я на свидание не хожу уже преизрядное количество времени, уже забыла даже, когда последний раз была на свидании. Так получилось, что после всех этих историй, которые случились со мной 2 года назад, те, кто давно со мной, те, кто давно на канале «Субъективно об Америке», знают, о чем я говорю. А если вы недавно, посмотрите видео про свидание номер 27 и чем все это закончилось. Лучше не смотрите, потому что это был адский трындец, трэш и угар. Но, тем не менее, вся эта история не закончилась для меня окончательно, не закончилась окончательно. И походив на свидание, повстречавшись с разными людьми, побывав даже в отношениях с очень хорошим человеком, мы опять чуть не поженились, у меня все время доходит до того, что я сначала говорю: вот это было бы идеальное место, где бы ты мне мог сделать предложение, мы туда едем, и на утро, когда мы собираемся идти к месту, где он будет мне делать предложение, я думаю: ё-моё, что же я делаю? А я, в общем, поняла, что никого другого я не хочу, кроме этого проклятого ирландца, и ничего мне мил, свет мне не мил, и если не он, то лучше и никто. И я решила,
буду себе жить, поживать и добра наживать. А он вдруг одумается и вдруг поймет, что кроме Татьяны ничего лучше в его жизни уже никогда не случится, и он ко мне вернется. Поэтому все мои выкладки сейчас исключительно теоретические, на основе предыдущего опыта, на основе предыдущих свиданий. Сейчас все мои свидания на кухне и на диване. По поводу интернета. Я считаю, что нам, понаехавшим, самая прямая дорога в интернет, потому что чаще всего мы очень ограничены в наличии знакомых, через которых мы могли бы познакомиться. У нас в лучшем случае какая-то тусовка наша русскоговорящая, а не все из нас, те, кто ищет спутника жизни, желают спутника жизни из русскоговорящих, честно уж так признаться-то. Со своим-то самоваром в Тулу-то какой смысл ехать? Второе, это, конечно же, определенные проблемы с языком, когда простые разговоры где-то там на публике, куда вы придете, случайно в магазине или где-то, это все еще для нас не натуральное, не естественное, мы их не научились поддерживать. Я на 7-м году жизни в Америке, тренируя себя очень трудно и много, наконец-то научилась эти разговоры поддерживать, сама заводить и даже немножечко нашла в них определенный кайф. Ну и, наконец, просто негде девушкам из высшего общества познакомиться с хорошими, порядочными какими-нибудь хотя бы мужчинами. Особенно если учесть, что вот они приехали, по каким-то причинам они одиноки, они свободны, куда им? На работе, да боже упаси, здесь на работе вообще держатся друг от друга вот так, все такие лояльные. У меня на работе сейчас есть очень близкая подруга, мы с ней прям подружились вот так вот. Может быть, вы видели в видео из Дня Благодарения, как мы с ней там визжим и обнимаемся на кухне после недели моего отпуска. Так вот, на работе она попросила даже в ее сторону не смотреть и не дышать. То есть у людей всякие истории происходят, и они, памятуя об этом, потом делят отдельно. Вот дружба у нас с тобой вот здесь вот вне, а на работе мы вообще такие... Я говорю, ну ладно, хорошо. Поэтому ничего страшного нет в знакомствах в интернете до тех пор, пока вы понимаете, что... интернет – это особая среда. Конечно же, анонимность развязывает руки всем людям. И люди становятся совсем не собой, не совсем собой или полной противоположностью себе. Самые распространенные типажи в интернете, в интернет-знакомствах – это, конечно же, люди, которые находятся сейчас в отношениях, либо они замужем, женаты, либо они в долгих отношениях, и что-то пошло не так. Они поссорились, у них там какая-то драма произошла, и они решили быстренько побежать на сайт знакомств исключительно для того, чтобы подкормить свою самооценку. Другая категория – это так называемые ловеласы или любители бабочек в животе. Люди, которые любят вот это вот начало отношений, когда все завязывается, когда флирт, когда в животе бабочки, в голове пузыри. И вот они все вот это вот, и они просто не способны на какие-то глубокие отношения, они просто не способны идти дальше. Эти люди годами сидят на сайтах знакомств, и это у них уже такая наезженная дорога. Их вы можете отличить сразу по штампованным фразам. С вами начинают разговаривать, и вы чувствуете, что как будто бы с вами работают по какому-то сценарию, по какому-то скрипту. Иногда даже в ответ на ваш какой-то ответ видно, что ответ ваш даже не был прочитан. Или если вы что-то пишете о себе в профайле, какие-то явные факты, например, я из России, да? А он тебя спрашивает, у тебя такое странное имя, откуда ты? А очевидно, что человек вот такой вот просто чешет, вот так сверху чешет всех подряд. Еще одна категория – это всякие странные люди, само собой, которые вообще никогда не планируют никаких отношений, никуда выходить в реал, они зачем-то там тусуются. Особенно такого добра, конечно, много на бесплатных сайтах. Ну и, конечно же, не забудем все наши всем известные нигерийские принцы. Уж не знаю, чем так провинилась страна Нигерия, но она стала у нас уже притчей во языцах, таким нарицательным названием всяких скамеров. Когда они находят в интернете кучу фотографий какого-нибудь военные, очень популярны у них военные. И вот я военный доктор, я сейчас нахожусь в горячей точке в каком-нибудь Тегеране, и вот я ищу любовь всей своей жизни, и вот я хочу. Начинается переписка, и самый красный флаг, когда он говорит, мне там заболел сын, пришли мне денег. Тут только здравый смысл вам может помочь, и очевидно, что если всплывают темы, что он военный, что он вот где-то в горячей точке, сразу же все, ушки на макушке, и вот это вот все сразу, ой, не надо, ой, до свидания. Из моего собственного опыта у меня одна такая история была, самый мой первый заход, когда я сама еще тоже была, тот еще фантик, мы очень долго переписывались, обменивались голосовыми сообщениями в Фейсбуке.
И человек утверждал, что он переехал в Хьюстон совсем недавно, в течение последнего месяца. И когда я сказала, ну как-то, что мы тут все пишем, допишем, я устала, у меня пальцы болят, давай по телефону поговорим. Он говорит, ты знаешь, когда я покупал свое кондо, и он назвал достаточно дорогой район Хьюстона, я, говорит, все отдал туда, у меня даже не было денег, и как-то он сказал, продал он телефон или что-то, или у него кончился телефонный контракт, он говорит, у меня нет телефона. Даже тут у меня уже даже включились все системы тревоги, я подумала, что-то какая-то херня. И потом много времени спустя я увидела фотографии, которые были у него в профайле. Это какой-то известный, малоизвестный актер. И потом я сравнила, действительно, он надергал их где-то в интернете, и у него был полный профайл на Фейсбуке. Он создал фейковый профайл в Фейсбуке. Ну, их там было не очень много, не до царя гороха, ну что-то вот такое из повседневной жизни. То есть, либо это был нигерийский скамер, либо это был какой-нибудь, я не знаю, в американских тюрьмах есть ли доступ в интернет у заключенных, но у меня такое подозрение, что вообще какой-то заключенный был. И в таких случаях только одно. Смотрите на то, как человек реагирует на нормальное развитие событий. А нормальное развитие событий следующее. Наша цель, мы пришли с вами на этот сайт знакомств для чего? Правильно, познакомиться, встретить человека, начать его узнавать поближе, подходит, не подходит, войти в отношения, начинать общаться, проводить вместе время, и дальше, вуаля, мы boyfriend and girlfriend, например. И если что-то идет не по этому сценарию, то в 99% случаев это однозначно не то, что вам надо, это вот то самое Г, это вот тот самый отстой, все придурки, вот это все. Тут ничего не поделаешь, ничего не скажешь. Утверждение о том, что в интернете полно мусора, абсолютно правдиво, абсолютно правильно. И от того, что вы найдете, зависит, и найдете ли вы свою жемчужину или кучу мусора, зависит только от того, насколько у вас настроены на это фильтры, и насколько трезвомысляще вы смотрите, и насколько заходите туда уже с ожиданием, что да, на вас не свалится сразу принц на белом коне. Боже упаси, чтобы он на вас свалился, вам же придется тогда его на себе тащить. Ассистент жалуется. Я вот чувствую себя гораздо комфортнее и гораздо больше энергии, когда я вещаю стоя. Но вот ассистенту негде приземлиться и негде посидеть. И она говорит, я по вам по всем соскучилась. Скажи, как ты соскучилась по всем зрителям канала «Субъективно об Америке»? Вот так соскучилась, да. А пока мы тут с вами разговариваем, у меня там все шипит и пенится, надо пойти проверить. Ну ладно, еда готова, заканчиваем видео. Мое резюме. Нет ничего плохого в том, чтобы знакомиться в интернете. Если вы смотрите плейлист на свидание с американцем, у меня есть парочка-троечка историй вообще просто фантастических. Например, одна моя очень любимая пара, любимая героиня, мы с ней виделись только один раз, но тем не менее я упала в любовь с ней. Таня, она познакомилась со своим мужем на Тиндере. Да, тот самый Тиндер, который поносят и говорят, ой, там только для того, чтобы сексом заняться. Она зашла туда, она там была 3 дня, ее дети там зарегистрировали, чтобы она здесь не сидела, не скучала в одиночестве. И ее муж, который в конце концов стал ее мужем, его зарегистрировала его коллега, которая сказала, что-то все один да один. Его она зарегистрировала за 2 или за 3 дня до этого. То есть наряду со всякими действительно серийными дейтерами, со всеми вот этими нами вышеперечисленными странными людьми, точно так же в интернете встречаются люди, которые нацелены на то, чтобы построить отношения или даже жениться. Боже мой, боже мой. Для того, чтобы вам не разочаровываться, начните с того, что сильно много не ожидайте. Сделайте четкое описание себя, четкое и краткое, сделайте нормальные фотографии и четко отслеживайте, как ведет себя человек, с которым вы общаетесь. Идет ли он по вашему сценарию, готов ли он с вами поделиться своим номером телефона, по которому, кстати, вы можете уже все пробить. Часто нормальные мужчины, которым нечего скрывать, дают или в Facebook, или полное имя, по которому вы можете найти все, что угодно. Google знает все. И это уже такой показатель того, что мужчина более-менее нормальный. И чем скорее у вас вот это все переходит в реальное свидание, тем лучше. Из моих рекордов было: утром списались, вечером встретились.
что мы говорим, если мы говорим о чем-то нормальном и адекватном. Из ненормального и неадекватного, конечно же, это бесконечные переписки. Опять же, в мой первый заход, я еще тогда была совершенно фантик, я не понимала, как это работает, когда месяц то потухнет, то погаснет, то потухнет, то погаснет. Не исключено, что в это время он перебирал других кандидаток, и я просто оставалась где-то там на запасных путях. Этого тоже никто не исключает. Но в нашем случае мы с вами прекрасно понимаем, что если мы для человека не номер один priority, то он для нас, наверное, тоже. У нас с Наташей Качановой, дейтинговым коучем, есть задумка сделать серию вебинаров на тему сайтов знакомств. Наташа это называет «работа на сайте знакомств». Я бы могла рассказать что-то из собственного опыта дейтинга здесь уже в США, а Наташа могла бы рассказать обо всем более с теоретической точки зрения, как человек, знающий всю эту кухню, психологию отношений между мужчинами и женщинами. Поэтому я буду вам очень признательна, если вы зададите вопросы, что вас интересует про дейтинг, особенно про самое начало. Создание профайла, выбор сайтов знакомств, какие фотки, как о себе писать, как начать переписку. Вот самое-самое начало. Мы будем эти вопросы читать, и мы составим на основе этих вопросов наш первый вебинар, куда я вас всех приглашу, как только это произойдет. Ну, мы, пожалуй, заканчиваем. Гости на пороге, у нас все готово. И, как говорится, не забудьте поставить лайк, потому что я всегда знаю, что эта тема вам интересна. Поделитесь вашими историями, если есть чем поделиться. В одном из последних видео мне очень понравилось, кто-то очень трезво, вот так и очень коротко написал в комментарии, что да, все так, это работа, это такая же работа. Главное знать, чего ожидаешь, отсеивать, смотреть трезвыми глазами, не витать в облаках, не щелкать клювом. Все получится, все будет прекрасно. Или как-нибудь еще, так как вы хотите. А что мы там сегодня готовим? А сейчас мы увидим. А готовится у нас тут совсем очень простое и быстрое блюдо. Креветки в сливочном соусе с чесноком, розмарином. Я вот думаю в этот раз добавить немножко сыра Филадельфия и белого вина для того, чтобы улучшить, усилить вкус. И на гарнир к этому делу будет вместо традиционного риса, ну не люблю я рис, смотрите, почти перловка. Называется в 5 зерен, какая-то итальянская смесь, ну, в общем, почти перловка. Вкуснее, чем рис. Сейчас у меня задача номер 1 разобраться с креветками. Креветок здесь 1 фунт, это примерно полкилограмма, стоили они $12. Скажите мне, дорого это или нет, потому что я сегодня как фантик зашла туда, такая, говорю, дайте мне креветок. Дороже они должны, дешевле быть. В общем, схватила, какие были, потому что хотелось, чтобы они были дикие. Абсолютно дикие креветки. И моя задача сейчас сделать так, чтобы вот эта вот спинка у них была открыта, чтобы когда их ешь, было легче. Это вот для меня сегодня испытание. Будем пробовать. Я вот из тех людей, которые считают, что кашу маслом... Фу ты, какую кашу маслом? Чесноком никакое блюдо не испортишь. Поэтому чем больше чеснока, тем лучше. С креветками я разобралась очень просто. Я просто надрезала им спинки ножницами. То есть они теперь должны открыться легко. И сейчас чеснок у нас пойдет на хорошо разогретое авокадовое масло. Можете взять оливковое, растительное, сливочное, какое вам больше нравится. Он у нас туда пойдет. Тут не уходим, стоим и внимательно смотрим. Как только чеснок даст запах, туда же отправляется розмарин и креветки. Я не смогу это снимать, потому что у меня будут заняты все руки. Но вся ваша задача это только дать чесноку чуть-чуть раскрыться, бухнуть туда розмарин, креветки, убавить огонь. И креветки должны просто потушиться, а потом добавить сливок. А вот дальше будем посмотреть. Тут у нас пока вопрос. Что же будем делать дальше? Вот прямо положили сковородку с чесноком и бдим, буквально 1, 2, 3 секунды. Все, запах пошел. Снимаем. И туда бросаем креветки. Блин, мне нужен ассистент. Вот они, красавчики и красавицы. Огонь убавляем, прямо совсем убавляем, чтобы чеснок больше не горел. Посыпали хорошенечко розмарином, соли, прям чайную ложку хорошую. И сейчас мы в это дело добавим сливок и вина. Сливок немножко, только закрыть до серединки. И вина немножко, не напиваться. Главное не напиться.
Ну вот, собственно, и все. Можно идти дальше записывать видео, потому что все, что нужно было, мы сделали. Остается только накрыть это дело крышкой и дать ему на медленном огне, немножечко потушиться. Вот прям совсем немножечко, 7 минут максимум. Мне не хватает терпения. Хорошо бы, конечно, выложить готовые креветки в отдельное блюдо и растворить сыр отдельно и дать ему растаять. Терпения у меня не хватает, поэтому я их просто отодвинула и растворила сыр Филадельфия прямо вот здесь. Поверьте мне, это невероятно вкусно. Если гости мои не придут прямо сейчас, я начну это есть уже сама. Боже мой, а пахнет. Белое вино явно не было лишним. На сегодня у меня все. Спасибо вам за просмотр. Оставайтесь на связи, заходите на Инстаграм. Я тут завела Телеграм зачем-то, сама пока не понимаю, зачем он мне. Если у вас есть, если вы пользуетесь Телеграмом и знаете, как из него извлечь максимальную пользу, зачем он вообще нужен, пишите, пожалуйста, тоже в комментариях, надо ли нам, будем ли мы там общаться, не займет ли это у меня еще кусок времени от лежания на диване и тусовки на кухне. У меня на сегодня все. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Спасибо вам. Пока-пока. Ну и что у нас тут получилось? Получилось вкусно, невероятно, но подача очень-очень-очень страдает. Это у меня пока слабое место, и у меня к вам большая просьба. Если вы знаете места в интернете, ссылки на блоги или видеоблоги, где быстро учат, как красиво подавать вкусную еду, я буду вам очень благодарна. Встречаемся в комментариях. Спасибо!